Трамп подвергся серьезным обвинениям, и вот это дорогого стоит, на мой взгляд. Давайте разберемся. Гондурас Гейт опубликовано 37 аудиозаписей о предполагаемом сговоре США, Израиля и Гондураса против левых правительств в Латинской Америке. Проект совместно с каналом Red опубликовал 37 аудиозаписей, которые, как утверждают авторы расследования, указывают на подготовку операций против левых правительств Латинской Америки, в первую очередь Мексики и Колумбии. На записях по версии, соответственно, Гондурас Гейта, бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, помилованный Дональдом Трампом, вот на этом самый большой акцент, то есть это наркобарон, он был за это обвинен, получил там 40 с чем-то лет, и Трамп его просто отпустил, помиловал. После приговора по делу о наркотрафике обсуждает создание в США медийной структуры для кампании против правительств Клаудии Шейнбаум и Густаво Петро. Среди спонсоров кампании упоминается президент Аргентины Хавьер Милей. Вот для Милея это тоже очень немилая ситуация, потому что он себя позиционирует как человек такой свободы, он либертарианцем себя называет, то есть вообще даже практически против силовых структур и правительств. Ну или, по крайней мере, какой-то минимум необходимый для управления страной. То есть вот он таких взглядов придерживается, и вдруг какие-то подпольные игры, а у него главная ставка на полную прозрачность. То есть мне скрывать нечего. И вдруг он оказывается в данном скандале. Я думаю, что это будет разгораться довольно серьезное обвинение. Да причем имиджево просто тяжелая артиллерия. И премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, соответственно, вот этот Гондурас Гейт Гондураса утверждает, что записи были получены из WhatsApp, сигнала, телеграммы и сделаны в январе-апреле 26 года. Независимого подтверждения, что голоса на опубликованных записях действительно принадлежат указанным политикам, пока нет. Анализ, проведенный, показывает высокую вероятность того, что голоса принадлежат реальным людям, ну и, собственно говоря, не сгенерированы искусственным интеллектом. Я так слегка пробежался по этой информации, много что в ней подтверждается. Помилование вместо сделки со следствием, вот ФБР. Ну, то есть бывает такое, что, например, может ФБР работать, вот сейчас там активно рассматривается дело, где убийца пляжа, так называемый, он признался даже еще в дополнительном преступлении для того, чтобы работать со следствием, при том, что у него и так пожизненный, у него колоссальный срок, то есть он никогда не выйдет, зачем же он договаривается. Дело в том, что когда ты сотрудничаешь, например, с ФБР, то это облегчает твое существование в тюрьме. Плюс к этому тебя могут защитить от других преступников, которые там находятся, а за его преступление ему было бы там тяжело, скажем, там таких недолюбливают. И вот я даже искусственный интеллект привлек, чтобы он мне объяснил эту ситуацию, какие могут быть варианты. Получает по поблажке такое бывает. А в чем здесь отличие? Трамп, согласно материалам, полностью помиловал вот этого Хуана Орландо Эрнандеса в декабре 2025 года. То есть человек, которого американский суд приговорил к 45 годам за ввоз сотен тонн кокаина, просто вышел на свободу. Суть претензий, это выглядит не как выуживание информации, а как выкуп союзника. В одной из... И вот этот Эрнандес, Орландо Хуан, он как раз организовал медийную какую-то площадку, которая занималась тем, что боролась вот с этими левыми, которых Трамп не любит. Вообще, в принципе, у него таких самых легких способа отделаться от претензий, это сказать либо, что это вообще все фейк и подделка, что, скорее всего, и будет сказано, но если это не поможет, то он скажет, что это вмешательство России, они левых поддерживают, а он любым способом против врага бороться может. По крайней мере, как версия. Суть претензий выглядит не как выуживание информации, а как выкуп союзника. В одной из записей Эрнандес говорит, что деньги на его освобождение пришли не от самого Трампа, а от Совета раввинов и людей. То есть Израиль здесь тоже активно звучит. Цель не наркотики, а левый рак, что называется. Если бы Трамп использовал Эрнандеса, чтобы громить лаборатории, я тоже так предположил и поинтересовал, поковырялся в этом направлении, что он может сговариваться с одним, чтобы разрушать других. Такое тоже не редкость, скажем так. Но это тоже на это совершенно не похоже.
Потому что в записях просто обсуждается другое. Они обсуждают создание в США информационной ячейки медиаплатформы. Зачем? Чтобы искоренить рак левых сил в Латинской Америке. Конкретные цели правительства Мексики, Колумбии, Бразилии. В чем криминал? Трампа обвиняют в том, что он использует наркобарона не для борьбы с наркотиками, ну что еще можно было бы понять, а как? То есть его просто отпустил и финансирует его как политического оперативника, чтобы дестабилизировать законные правительства других стран. То есть тут чисто политический интерес и удар по политической какой-то повестке, тем или иным объединением, а не борьба как раз с запрещенными веществами, что печально наблюдать, если все это подтвердится. Это уже не правоохранительная деятельность, а международный заговор. Финансовые схемы, значит, уточнение я тоже делаю. Эрнандес просил перевести $150 тысяч на аренду квартиры из офиса США в этой медиагруппы. Упоминается также Хавьер Милей, Аргентина, соответственно, якобы он вложил в этот проект 350 тысяч. Ну и это выглядит как теневой фонд для вмешательства в дела соседей, то есть вмешательства в другие страны. Трамп выступает как крыша и покровитель. Можно ли защитить Трампа в этой ситуации, интересуюсь. Если встать на позицию защиты, аргументы могут быть такими. Меньшее зло. Трамп может заявить, что левые режимы в Латинской Америке, союзники Китая и России, это большая угроза для нацбезопасности США, чем один бывший торговец кокаином. Мол, Эрнандес наш сукин сын, который знает регион и поможет снести враждебные режимы. Ну и также можно заговорить про фейк. Самая простая защита — отрицать подлинность. Хотя чешская Фоннексия, вот это тоже важное добавление, чего в заметке нету, первый, который мы с вами, друзья, начали знакомиться, подтвердила голоса. Сторонники Трампа всегда могут сказать, что это глубокая подделка, ну то есть deepfake, то есть очень хорошо подделано, но подтверждение как бы есть, от его политических врагов перед выборами. Ну то есть можно, в принципе, так сказать. Трамп может утверждать, что все это часть секретной операции по национальной безопасности, подробности которой нельзя разглашать. Ну, это самый простой способ, честно говоря, он к нему уже вроде как прибегал, особенно если Эпштейна вспомнить. А Эрнандес просто ценный актив. Ну и резюме. Ужас не в том, что Трамп говорил с преступником, ужас для его оппонентов в том, что он выпустил осужденного наркобарона на фоне того, что, вот я часто говорю о том, что мы знаем о Трампе. По делам узнаете их. У него дела такие, он по наркобаронам бьет не слабо. Уже 2 было мощных удара в Латинской Америке. И на этом фоне отпустить наркобарона, да еще и с ним поддерживать какие-то экономические отношения, то есть его финансировать какую-то деятельность в политической среде, вот это уже момент очень сильно нехороший. Для ведения тайных медиавойн, это делает Трампа уже не борцом с мафией, а игроком, который создает свою собственную политическую мафию. Выглядит так, опять же, ничего нельзя сейчас утверждать окончательно, друзья мои, но ситуация, на мой взгляд, вполне себе взрывная. Там где-то бывают подозрения, бывают разговоры, бывают чьи-то мнения. Здесь, ну, конечно же, надо подтверждать еще раз, да, я только что привел, что он может в ответ сказать, он и Мадер, ну, тут, собственно говоря, не один он в этом замазан, хотелось бы Израиль послушать на эту тему. Но для начала я послушаю ваши комментарии и посмотрим, отталкиваясь от этого, есть ли смысл поковырять это поглубже, хотя это из той области, где и без меня поковыряют, потому что здесь где-то, да, и политический уровень, другой разговор, надо будет, если это будет иметь продолжение, такие вещи должны иметь продолжение, то позбивать, наверное, политическую шелуху, это уже скорее моя область моего канала. Будет продолжение, позбиваем, а пока, друзья мои, берегите себя, будьте осторожны, ну, вот в таком мире живем. Поэтому, если подписались, значит и скоро увидимся. Вот такие истории.